Друзья, ну что, Google Antigravity завоевывает информпространство, и в прошлом видео я вам пообещал, что в этот раз мы с вами разберемся, что такое агентские скиллы и как ими пользоваться. Если мы с вами посмотрим в историческую хронологию, то можно сказать, что сначала мы с вами пользовались промптами, писали системные пользовательские промпты. Потом в моду вошли workflows или команды, то есть это некоторые предсохраненные промпты, которые можно вызывать в заданные моменты времени и посылать в нейронку. Потом добавились рулы, то есть это некоторые правила, которые попадают в нейронку каждый раз и являются некоторой непреложной истиной для нее. Параллельно же расцветали MCP-серверы, то есть это уже совсем другой уровень автоматизации. Это некоторые вызываемые субпроцессы, которые могут выполнять реальные сложные задачи, вызывать другие API, и имеют массу других возможностей. И теперь все большую популярность приобретают скиллы. Я бы сказал, и вы можете встретить мнение такое в интернете, что скиллы по своей мощности и потенциалу, наверное, сопоставимы с MCP-серверами, потому что, по сути, они сочетают преимущества всех подходов, которые мы только что обсудили. Здесь есть некоторая обязательная часть, это описание скилла, его возможностей и объяснение, когда он должен вызываться. Туда же могут быть добавлены скрипты, то есть конкретные сниппеты кода, которые нейронка будет исполнять для того, чтобы получить те или иные результаты. Там могут быть кусочки документации, ассеты, например, слепки данных, которые должны обязательно попадать в промпт, когда система использует этот скилл. И все это вместе превращает агентские скиллы в универсального солдата. И сегодня в этом видео мы с вами посмотрим, каким образом пользоваться скиллами, посмотрим, какие скиллы уже существуют, и выясним, можно ли писать свои скиллы. Это будет мега интересно, но у меня для вас несколько базовых условий. Обязательно оставляем лайк этому видео, подписываемся там внизу и оставляем комментарий для того, чтобы это видео увидело как можно больше человек. Погнали разбираться со скиллами. Мы сегодня работать будем в Google Antigravity, но если вы работаете в Claude Code, то концепт будет очень похож. Про сам Antigravity мы с вами говорили в прошлом видео, обязательно посмотрите это видео, кстати, оно классно залетает. В общем и целом, чтобы начать работать со скиллами, у нас должен появиться каталог .agent, внутри него должен появиться каталог skills, и дальше уже папочка для нашего скилла. А внутри этой папочки уже должен быть skill MD и другие ресурсы. Прыгаем в нашу Antigravity, и вы видите, что вот я тут уже подготовил структуру, у меня есть папочка .agent и там папочка skills. Давайте начнем с простого и добавим сюда скилл, который поможет нам брейнштормить идеи. Огромная ценность скиллов в том, что вы можете их писать сами. При этом вы можете на просторах интернета найти кучу скиллов, которые другие люди написали и выложили в открытый доступ. И таких репозиториев скиллов уже огромное количество. Я вам покажу сегодня парочку. Вот здесь вы видите очень популярный репозиторий, который содержит плагины для Claude Code, различные агенты, команды и, конечно же, каталог скиллов. Давайте посмотрим, какие скиллы тут есть. Здесь есть скилл для брейншторма. Мы можем открыть этот файл и посмотреть, что в нем внутри. Как мы видим, здесь есть имя и description, описание скилла. Здесь говорится о том, что нейронка обязана использовать этот скилл при работе над креативными идеями. Давайте посмотрим на этот скилл внимательнее. Он, конечно же, заточен на уже живые проекты. Сначала он будет пытаться анализировать всю структуру нашего проекта. Он сразу проинструктирован положить его измышления в определенное место, в каталог, в файл. И тут вы можете увидеть еще одно ключевое преимущество скиллов. Одни скиллы могут вызывать другие скиллы. Вот здесь написано, что если у тебя есть скилл, который позволяет писать чисто и четко, осмысленно, тогда используй этот скилл тоже. И нейронка будет даже проинструктирована коммитить в Git документ, созданный ей. То есть мега-скилл. Он будет работать неполноценно без остальных скиллов, но нам для обучения подойдет только он, поэтому я забираю его контент, возвращаюсь себе в Antigravity, перехожу в папочку Skills и добавляю новый каталог, назову его Brainstorm. Здесь добавлю новый файл, который назову skill.md и вставлю контент этого скилла. Нейронка Gemini заоптимизированно использует ту же самую структуру, которую использует Claude Code, поэтому скиллы подходят, и теперь мы переходим к самой магической части. Мы можем начать просить нашу нейронку побрейнштормить идею. Привет, давай с тобой побрейнштормим идею. Мы с командой собираемся делать стартап. Это будет приложение для документа оборота. Там будет несколько составных частей. Это должен быть довольно гибкий и хороший API для создания контрактов, для создания шаблонов. Это должны быть React-компоненты, встраиваемые, чтобы наши клиенты могли себе в приложение встраивать, допустим, компоненты для редактирования контрактов, и эти компоненты должны быть заинтегрированы с нашим API. Я думаю, что там должна быть Postgres база,
но я не уверен. Давай с тобой подумаем, что это будет, какие технологии мы должны использовать. В общем, дай мне все свои мысли. Так, наша нейронка будет в режиме планирования Gemini 3. И отправляем наш запрос. Смотрим, будет ли использоваться скилл для брейншторма. Да, мы видим, что наша нейронка сразу поняла, что ей нужно использовать скилл, нашла нужный скилл, и видим, что она начинает читать этот скилл и применять гайдлайны, которые там описаны. Как мы видим, в самом скилле написано, что нейронка обязана предлагать нам сразу несколько подходов, должна все это разбить по секциям, покрывать разные стороны проекта, архитектуру, компоненты. При этом у нее инструкции задавать один вопрос и ждать ответа для того, чтобы валидировать и итерировать наши идеи. И в конце она проинструктирована все это сохранить в определенное место. Мы видим, как она проследовала всем советам, она предложила мне несколько вариантов, разбила это на очень короткие секции. Ну вот правильно мне советуют про Embeddable. Рассмотрите создание NPM package, либо давайте вашим клиентам iframe с компонентами. Ну и в принципе довольно лаконично мне ответила. И теперь я могу довольно просто ей сказать: да, ты права с Postgres, мне нравится, и, наверное, я выберу компоненты в NPM package, сделай мне финальную документацию. Отправляем сразу это в нейронку. И вот мы видим, как в соответствии со скиллом она нам создает папочку docs, потом plans и дальше соответствующий MD-файл, где прописывает все, о чем мы с ней поговорили. Видно, что тут, конечно, не хватает для краткости и наглядности скиллов, которые требуются в родительском скилле. Но вот он мой документ, который соответствует нашему правилу брейншторма. Тут вы можете справедливо спросить, зачем это все нужно. Я могу все это в rule засунуть или системным промптом отсылать. Концептуально да, но не забывайте, что в данном случае это самый простой кейс. И даже в этом самом простом кейсе нейронка сама решила, что она должна использовать этот скилл. Мы никак дополнительно ее не инструктировали. Поэтому пора перейти к более сложному кейсу. Это уже наш собственный скилл, который используется иногда нашей командой. Этот скилл заключается в том, что он умеет генерировать очень минималистичные и простые брендбуки всего лишь по одной ссылке. Это бывает необходимо, когда мы говорим с каким-то клиентом, у него есть веб-сайт. Мы хотим на основе этого веб-сайта сделать первую версию брендбука, чтобы начать с нее общение. И как вы видите, здесь структура несколько сложнее. Кроме того, что тут есть скилл, здесь есть некоторая папочка скрипты и даже дата. Дело в том, что тут скилл уже проинструктирован совершенно другие вещи делать. В нужных моментах он не должен полагаться на силы нейронки, он должен вызывать конкретные скрипты, запускать конкретные инструменты, получать от них конкретные результаты. И как вы видите, результаты работы одних инструментов он может передавать в другие инструменты. Здесь уже раскрывается потенциал скиллов несколько больше, поэтому давайте сразу его применим и посмотрим, что он делает. После того, как он вызовет необходимые скрипты, он должен создать папочку brandbook, в которой должен содержаться как HTML-файл этого брендбука, так и сформированный PDF-файл этого же брендбука. Давайте найдем какой-нибудь сайт для примера. Ну, давайте я возьму Dropbox. У него довольно минималистичный бренд, пастельные цвета, строгая типографика. Давайте пробовать. Забираю ссылку этого сайта, возвращаюсь в Antigravity и говорю: я тебе сейчас дам ссылку, сделай мне брендбук с помощью твоего скилла по этой ссылке. Вставляю ссылку Dropbox и нажимаю Enter. Смотрим, каким образом система будет отрабатывать наш запрос. Она должна вызвать нужный скилл. Да, я уже вижу, что скилл вызывается. Сейчас читаются инструкции, и вот мы видим, что он уже у нас просит разрешения запустить Playwright, это headless браузер, чтобы открыть этот сайт. Давайте ему разрешим. И вот мы видим, как он уже просит запустить наш скрипт, который лежит уже в самом скилле. Конечно, разрешаем. Ну и вот скрипт выполнился, и у нас появился каталог брендбук. Давайте посмотрим, что там лежит внутри. Открываем брендбук. Давайте сразу пойдем на PDF-ку, нажмем «Открыть эту PDF-ку». И смотрите, что у нас здесь есть. Аккуратная PDF-очка, где уже извлечен логотип. Есть аккуратный контент, содержание. Уже вставлен логотип. Перечислены все доминантные цвета. Извлечена вся типографика, указана ее насыщенность, которая используется на сайте. И даже сниппет сайта, его главная страница. И все это сделано буквально по одной просьбе и одной ссылке. Но это ли не магия? Но сейчас я вам покажу еще круче скилл. Скилл называется UI UX Pro Max Skill. И это топовая штука. Как вы видите, не только я ее оценил. У нее уже 22 тысячи звезд на гитхабе. Кстати, все ссылки, которые мы сегодня проходим, я обязательно прикрепляю в свою бесплатную телеграм-группу. Ссылка на нее есть в описании, так что заходите туда, забирайте все это. Ну а это скилл, который обогащает нашу нейронку правилами хорошего дизайна, некоторыми устоявшимися сочетаниями шрифтов, палитрами цветов,
описанием, что должны содержать те или иные сайты в зависимости от их типа, причем под разные технические стеки. Ну и вообще тут собрана масса знаний о том, что такое хорошо и что такое плохо. Я много тестирую этот скилл и хочу сказать, что он не про то, чтобы создать что-то из сегмента топ-3% крутого дизайна, как мы создавали, например, вот в этом видео, где требуется очень много итераций и до уточнений, и до промптования моделей. Но этот скилл позволяет вам сделать буквально с первого раза лендинг крепкий, который точно лучше большинства того, что вы можете встретить в интернете. И как минимум он позволяет вам не допустить самые базовые ошибки и получить крепкий результат на выходе. Если у вас изощренный вкус, да, и вы много уже видели, у вас большая насмотренность, вы не все здесь можете проценить как дизайн высшего качества, но как будто бы сначала нужно попробовать на себе, правильно? Давайте пробовать. Я только что себе поставил этот скилл, и мне было прямо очень интересно посмотреть, из чего он состоит, и это на самом деле колоссальная работа. Здесь собраны сочетания и правила, которые позволяют сделать что-то на очень крепком уровне выше среднего и очень сильно ограничивают нашу нейронку, чтобы она не разошлась в своих мыслях. Я понимаю, может быть, это тяжеловато читать, но здесь большое количество типов лендингов, которые вы можете забросить. Под каждый тип лендинга здесь в данных прописаны нужные цветовые сочетания. Под каждый тип секции, которая может встретиться, здесь прописаны ее структура и что должно быть внутри этих секций. Огромное количество стилей. И самое главное, здесь прописаны скрипты, которые пользуются этими данными, чтобы сделать очень жесткую систему для нашей нейронки, на основе которой она нам построит финальный результат. Давайте пробовать. В документации сказано, что чтобы увидеть магию, начните с самого простого запроса. У меня вот запрос «Построй мне лендинг-пейдж для моего SaaS-продукта». Я еще укажу, чтобы он использовал UI UX Pro Max Skill. Давайте нажмем Enter. Видим, как он анализирует правильный скилл. Кстати, друзья, пока он работает, хочу сказать, что если вам понадобится исходный код, который мы здесь вместе создаем в рамках YouTube-видео, включая вот этот скилл для брендбука, который мы используем, написали внутри своей команды, то этот код забирайте в про-группе, ссылка на него в описании. Там вообще очень много про искусственный интеллект и N8N, и вообще разные автоматизации, так что чекайте. И вот он мне говорит, что я готов, и твой лендос готов. Так, давайте смотреть. Так, ну что, Hero секция. Обратите внимание, он сам создал картинку для Hero секции. Так, висящие предлоги, конечно, не ок, но это вопрос текста. Я точно вижу, что сама пара шрифтов не случайная. Она нормально работает друг с другом. Цвета точно не случайные. Смотрится довольно крепко. Так, более-менее нормальные карточки. И даже сниппет кода. Call to action, небольшой футер. И он даже запомнил, что мы с ним говорили про проект, где будет API, React-компоненты. И внедрил все эти идеи сюда. Проверяем, как это будет смотреться на мобилочке. Так, нормально все гнется. Здесь небольшой косячок. У меня есть ощущение, что если сгенерировать еще несколько раз, то можно добиться результата получше. Но в общем и целом, как первая итерация, этот результат намного выше, чем обычное промптирование вашей нейронки. Ну что, друзья, я думаю, основной прикол скиллов мы с вами выучили. Обязательно применяйте их в своей работе. Все ресурсы в бесплатной телеграм-группе. Исходный код из этого видео в про-группе. Залетайте, забирайте. Ну и до новых встреч.